Привет, я Натали, и сегодня я хочу поговорить с вами о татуировках знаменитостей. Мы получили от вас желаемых знаменитостей, которые вы бы хотели, чтобы мы обозрели, и сегодня я расскажу еще про некоторых, которых я бы хотела рассказать сама. Итак, Йоланди. Должна заметить, что это довольно неплохая татуировка, могло быть и сильно хуже, учитывая предыдущие разы, когда я разговаривала с вами о татуировках знаменитостей. Но есть нюанс. Она слишком маленькая. Мы с вами все знаем, что Йоланди маленькая девочка, сама по себе невысокая, худенькая. И вот тут видно, что детализации здесь очень мало. А потому, конечно же, татуировка не выглядит прям очень классно, не очень контрастно выглядит. Но мне нравится, что татуировщик использовал основную вот эту часть, получается, верхней плоскости и вписал портрет сюда. В принципе, это не ужасная компоновка, она неплохо смотрится. Но что бы делала я, если бы Йоланди обратилась ко мне? Я бы все-таки попыталась ее уговорить сделать татуировку больше. Я бы взяла и прям вот... прям вот сделала бы ее почти на все плечо. Таким образом, мы бы получили по итогу более детализированную работу, которая бы лучше смотрелась по ее анатомии. Ну, там, понятно, пальчики у нее идут. Вот. И фаны бы закрутила ей прям по плечику. И тогда это смотрелось бы очень хорошо. Но мы имеем то, что имеем, поэтому, конечно, ничего уже не исправить. Вот с такими работами, которые сделаны очень маленькими, сложно потом работать, потому что почти невозможно что-то добавить к ней. Так как если мы будем перегружать плоскость большим количеством элементов, это будет смотреться кашей. Хорошо, что она больше ничего на плечо не добавляет, и поэтому татуировка смотрится сносно по качеству исполнения. Но если присматриваться, то видно, что контурочки у нас вот здесь вот не очень ровные, да? Вот здесь один усик видим, другой не видим. Челочка тоже у нас превратилась в соломку, потому что никакой абсолютно динамики нет. И в целом, я так полагаю, это какой-то грим на лице у девушки, но он выглядит как грязь. Это значит, что шейдинг, то есть тени и покрас, были сделаны не очень качественно. Ну и в целом глазки не очень выделяются. В общем, есть вопросы к этой татуировке, особенно учитывая, что мы с вами находимся в 2024 году. Явно она была сделана ранее, но так или иначе ее можно было бы хотя бы обновить. Следующее, о ком я буду говорить, это будет Ninja. И что я могу сказать, так это то, что я, конечно, не могу осуждать ничьи вкусы, и ничего нет плохого в том, чтобы забиться маленькими татуировками. Но сегодня мы обсуждаем только художественные татуировки, я мастер художественной татуировки, поэтому я буду смотреть со своей колокольни и говорить то, что я вижу. Первое, что сразу бросается в глаза, несмотря на то, что он пытался создать симметрию, располагая разные элементы, уравновешивая их, то есть на груди один элемент, на одной, соответственно, на второй он добавляет другой. В целом это не смотрится так ужасно, но что мы получаем? Мы получаем большую кашу из не очень качественно сделанных работ. Сейчас обосную почему. Первое, давайте обратим внимание на контура. Они вот здесь выпали, вот здесь расплылись, вот здесь расплылись, вот здесь расплылись. Вот здесь вообще непонятно, что такое. Я очень долго рассматривала, прежде чем понять, что это деньги. Потом вот здесь расплылся контур, вот здесь выпал. О чем это говорит? Это говорит о том, что при нанесении мастер использовал, во-первых, неправильный угол нанесения, во-вторых, он куда-то заносил больше пигмента и закладывал его глубже, соответственно, слишком сильно травмировал кожу, из-за чего получалась поплывшая, да, линия. А в некоторых местах он заносил недостаточно пигмента и проходился слишком поверхностно, из-за чего пигмент выпал. Я уверена на 100%, что если мы потрогаем его контура, то они у нас будут объемные. Это все тоже по причине того, что они затравмированные, то есть слишком глубоко и на неправильный слой кожи были положены. Не очень хорошо видно, что у него здесь на плече, но могу сказать, что как будто бы что-то интересное. Да, мы видим здесь неровный покрас вот здесь вот,
и вот здесь вот не очень качественные контура, но как будто бы эта татуировка ближе к художественной, чем все остальные. Не могу сказать, что если ее обновить, то есть шанс, что... Я, конечно, не вижу ее всю, но все же есть шанс, что она будет смотреться классно. Вот. Опять же, напоминаю, ничьи вкусы я не осуждаю, но даже те же самые такие домашние, да, в кавычках, то есть стиль домашней татуировки, можно сделать ровнее, четче, и это будет выглядеть супер классно. Сейчас у нас речь пойдет о Фредди Дёрсе. Должна сказать, что сильно люблю Limp Bizkit, естественно, но, несмотря на это, мы сейчас пройдемся такие катком по его татуировкам. Сразу замечу, что татуировки очень старые. Я думаю, что им не меньше 30 лет, а это значит, что тогда сама индустрия очень сильно отставала, и просто ни у мастеров не было навыков, ни оборудования, ни краски не соответствовали нынешним стандартам, поэтому лучше просто не могло получиться. Итак, начнем с того, что мы имеем на руке, так как спину мы видим плохо, мы ее не будем с вами обсуждать, мы обсудим с вами руку. Итак, ну, во-первых, первое, что бросается в глаза, никакой анатомии. Вот здесь вот у нас картинка вот так вот уехала, никак не подчеркнула анатомию. Даже та, которая по размеру, да, вот эта вот татуировка по размеру, она неплохая для его руки, чуть-чуть маловатая, но почти подходит. Динамику руки она не повторяет, от чего смотрится плохо. Особенно вот в этом месте такое ощущение, что отгрызли кусок от татуировки. Вот это очень важно. Обратите на это внимание, чтобы ваш татуировщик красиво расположил ваш дизайн, чтобы со всех ракурсов ваша татуировка классно воспринималась. То есть, если вы поворачиваетесь спиной, чтобы она не выглядела странно, или просто разворачиваете руку, даже если это будет рука в будущем, в любом случае, она должна смотреться хорошо даже на первом этапе. Дальше. Ну, а тут начинается каша. Итак, тут вообще непонятно что. Что вот это такое, неясно. Почему по всему плечу идут черно-белые татуировки, а вот здесь внезапно образовывается цветная. Непонятно. Дальше. Никакой анатомии нет. Вот смотрите, у нас здесь есть круг, и здесь у нас должна вот такая динамика, да, идти. Ее абсолютно всю перекрестили, из-за чего татуировки смотрятся просто как наклейки, притом несуразные и плохие. Если, допустим, вот этот череп здесь посередине был бы большой и занимал всю плоскость, смотрелось бы уже в 100 раз выигрышнее, но мы имеем то, что имеем. Дальше. Если вы хотите уже забивать всю руку, то браслеты, как правило, только мешают и портят всю компоновку. Поэтому здесь он прям пересекает всю эту анатомию и смотрится плохо. Дальше. Даже не буду говорить, что покрас плохой, это и так понятно. Вот эта рожица изображена очень смешно, и из-за того, что она находится уже не на фронтальной части плоскости, а на боковой, при любом движении она сразу же искажается и смотрится неровно. Это, конечно, плохо. То же самое вот с этим чубриком непонятным, неясным. Тоже уехал куда-то, но без комментариев. Из-за этого на всем плече получается жесткая каша. Если бы татуировка была сфотографирована не прямо в камеру, а буквально там с 1,5 метров, вы вообще бы не смогли сказать, что там набито. Абсолютно. Не буду проходиться, потому что здесь контура повыпадали, поплыли, здесь вообще кромешный ужас. Это мы и так с вами поняли, потому что татуировки в целом были не очень. И даже такой чувак, как Фред Дёрст, имея и фанатов, и деньги, не мог позволить себе татуировки лучше, чем вот это. Итак, Честер Беннингтон. Что могу сказать? Здесь татуировки уже сильно лучше. Я думаю, разница во времени не сильно большая, но как будто бы татуировщик и сам Честер приложил немного больше усилий к тому, чтобы их хорошо расположить. Начнем вот с этих браслетов в форме пламени. Они хорошего размера. За счет этого татуировка даже спустя время читается. Это большой плюс. Слишком много цветов добавлено, но я полагаю, в этом и была цель, сделать прям ее максимально яркой. Я бы, конечно, не делала такую катавасию из контрастных цветов по соседству. Это ее немного портит. Но спасибо большое за правильный размер. Это первое. Конечно, если бы мы делали эту татуировку сейчас, и контура были бы поровнее, и огонек был бы посимпатичней, но
так или иначе, придираться к этой татуировке я сильно не стану. Давайте теперь обсудим то, что у него есть на локтях. Татуировки по качеству покраса и по контурам не такие уж и плохие, даже для того времени. Но самое главное, вспоминаем, это расположение. Вот здесь, я так полагаю, у него якорь. Спасибо за вот эту часть, которую мы видим, и поэтому мы можем угадать, что это он. Но он сгибает руку, якорь разъезжается и превращается в какое-то месиво. Поэтому, если вы хотите забить локоть, лучше делать такую татуировку, которая не будет деформироваться слишком сильно при движении. Соответственно, это будет либо что-то растительное, либо что-то фоновое. Можно даже и часть элемента от предплечья или плеча спустить на локоть, и тогда он будет восприниматься намного лучше. Но делать прям отдельный центральный кусок на локоть — это плохая идея, как правило. Если это, конечно, не какая-нибудь паутина, потому что при искажении паутины она все еще выглядит логичной, потому что, допустим, она в природе тоже не симметрична, и это глаз не режет. Но якорь металлический, он не меняет свою форму, и это выглядит странно. Теперь, по поводу черепа, вот этого мы с вами поговорим. Размер маловат для такой детализации. Вот здесь мы видим, что у него и чека на рисунке, да, есть, и здесь бриллиантики в глазах. Из-за этого очень сильно путается, куда же взгляду смотреть, и череп как таковой мы видим уже после красной розы, которая массивом большим заменяет вообще все, закрывает все. Череп мы видим уже второстепенно, хотя я так полагаю, что он все-таки центр композиции. Но чтобы он выделялся, не хватает размера. И на месте татуировщика сейчас, если бы я делала эту работу, я бы делала розу менее выразительной, чтобы все-таки подчеркнуть череп и сделать именно его ярким. Но опять же, то же самое, что с якорем. Он расположен в таком месте, в котором очень сильно деформируется. Именно поэтому он выглядит плохо, он разъехался, и ему грустно. Так или иначе, технически эти работы для того времени выполнены очень даже сносно. Несмотря на то, что вот здесь мы видим не очень качественный покрас, это место сложное, и тогда при том оборудовании фактически невозможно было мягко покрасить вот этот кусочек. Татуировщики поймут, о чем я говорю, особенно те, которые работают больше там 7-8 лет, когда еще были индукции. Ну, в целом, это пока что даже, наверное, я скажу, одна из самых лучших татуировок, которые я сегодня обсуждала. Итак, сейчас мы немножечко пройдемся по Месси. И на руке Месси смешалось все. И реализм, и графика, и Япония, и какие-то четки. Из всего этого получился, просто суп. Даже не каша, а суп. Итак, начнем мы вот с этого глаза. Технически он сделан неплохо. Он маловат для его руки, но я так полагаю, что изначально не предполагался рукав, поэтому могу спустить все на это. Если бы я делала этот глаз, я бы сделала его изначально больше, руководствуясь именно тем, что, как правило, люди, если делают одну большую татуировку, они не останавливаются на ней, а продолжают забивать дальше, особенно если речь идет о руке. Поэтому ошибка только в размере. Размер достаточный для детализации, но недостаточный для того, чтобы потом не мучиться с фоном. И в итоге, из-за того, что размер недостаточно большой, Месси получил огромные куски незакрашенного фона, в который ничего не впихаешь, и поэтому там просто растяжка, которая смотрится пусто. Здесь мы получаем огромные разряженные куски фона, а вот на предплечье у нас нету места для воздуха совершенно. Здесь у нас столько элементов всяких разных, которые, кстати, тоже расположены не по анатомии, что это делает татуировку нечитаемой. Мы не видим, что здесь. И если бы не единственный цветной элемент, лотос, то вообще непонятно было бы, что же там набито. И выделяется он как раз-таки не потому, что он расположен правильно, а потому что он обконтурен очень толстыми черными контурами, и это единственный цветной элемент. Поэтому, когда мы смотрим на руку, мы видим его. Следующее. Неуравновешенная рука по тону. Что это значит? У нас самое темное место — это локоть. А дальше у нас какие-то вбросы небольшие темных кусков, но это все настолько рябит, что
мы не видим, где находятся главные элементы. И это очень сбивает с толку. Дальше. Локоть. Как тут появилось, ко всему прочему, готическое окно розы, непонятно. Но оно появилось на локте у Месси, и расположено оно сразу видно, что не по центру, потому как если бы центр был здесь, то окружность даже при искажении находилась бы вот здесь, но никак не съезжала бы вот сюда. Это значит, мастер накосипорил и сделал центр не по центру локтя. Вот с такими татуировками нужно быть очень аккуратными, когда ты располагаешь их на локоть. Потому что они симметричные, и искажаться они должны хотя бы примерно симметрично. Несмотря на то, что рука, все мы понимаем, да, она не симметричная, но хотя бы приблизиться к идеалу мы должны. Контура более-менее, грейвош вот здесь вот более-менее. Есть вот в этой части вопросы по покрасу небольшие, но они незначительные. Могу сказать так, татуировщик, который делал эту татуировку, обладал достаточным опытом, но недостаточными познаниями в анатомии и расположении объектов, из-за чего рука Месси превратилась в мясо. Ну да, можно так сказать. Что я хочу сказать? Очень часто встречаю, что у известных людей и спортсменов что попало набито, вот просто ужас какой-то. И не понимаю, как же так случается, учитывая вообще, кто бы не хотел сделать татуху Месси. Я терпеть не могу футбол, но я бы хотела сделать татуху Месси. Но о чем мы тут говорим? То есть он, по сути, может выбрать любого татуировщика и выбирает вот это? Как? Как это случилось? Это относится вообще ко всем известным людям. Я не понимаю, как они попадают вот в круговорот мяса на своих руках, ногах, спинах и так далее. Соболезную, но нет всего сердца. Ну, на сегодня по знаменитостям и их партакам все. Дайте знать, что вы думаете о том, что я сегодня рассказывала, согласны ли вы с этим, или, может быть, я не права. И дайте также знать, кого бы вы хотели обсудить в следующий раз. А на сегодня все. Это была Натали. Пишите комментарии и ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал.